Глава 1596. Обмен и резервное копирование. В таком случае, похоже, у меня нет другого выбора, кроме как подчиниться, равнодушно сказал Ханли. Ха-ха, нет нужды впадать в такое отчаяние, господин Даосист Хань. В огромной ледяной области есть опасности, но большинство людей сделают все, чтобы получить шанс войти в него. Многие люди будут завидовать тебе за возможность войти туда, усмехнулся Цань Цзи. Мой уровень культивации пока не достиг узкого места, поэтому вход в эту область не принесет мне большой пользы. Зато есть большая вероятность того, что я умру там. Сравнивание риск и выгоду, можно сделать вывод, что это не стоит того, так что если есть хоть какая-то возможность, что меня освободят от входа в эту область, я определенно не упущу эту возможность, Хань Ли мрачно покачал головой. Услышав это, Цань Цзи и старейшина Ма переглянулись между собой, и первый сказал медленным голосом: только тот, кто активировал пространственный ледяной талисман, может забрать с собой других в огромную ледяную область. От этого зависит будущее наших 13 рас, поэтому вы должны войти в этот мир. Это не подлежит обсуждению. Вы доставили нам талисман, поэтому наша древняя звездная раса должна быть вам благодарна, но вы активировали талисман, и мы дали вам возможность войти в огромную ледяную область, поэтому мы отплатили вам за ваши усилия. Однако, поскольку вы вынуждены туда войти против вашей воли, вы можете указать любое условие, и мы сделаем все возможное, чтобы выполнить его. Сердце Хань Ли дрогнуло от слов старейшины, но он тут же сказал: «Я уверен, что вы знаете, о чем я попрошу. Вернувшись из огромной ледяной области, я хотел бы использовать вашу транспортную суперформацию». Вы хотите использовать транспортную суперформацию? Если только один раз, тогда мы сможем это организовать. Однако телепортация с использованием этой формации требует огромных затрат высокоранговых духовных камней, и вам придется телепортироваться на свои средства. Мы не сможем предоставить их вам. Кроме того, наша раса не может самостоятельно принимать исполнительные решения по поводу этой формации, поэтому мы должны обсудить этот вопрос с другими несколькими расами. Возможно, у них также могут быть некоторые условия, которые вы должны будете выполнить, чтобы они позволили вам использовать формацию, спокойно ответил Цань Цзи. Если я смогу использовать эту транспортную формацию, я, естественно, достану вам необходимые духовные камни. Если другие условия не будут выходить за рамки моих возможностей, я тоже согласен принять их, сказал Хань Ли с радостным выражением на лице. Хе-хе, не спешите хвататься за эту возможность, господин Даосист Хань. Для активации транспортной суперформации хотя бы один раз требуется так много высокоранговых духовных камней, что даже некоторые существа святой расы не могут себе это позволить. Хотя у вас наверняка есть некоторое богатство, вам, скорее всего, будет очень трудно собрать достаточно высокоранговых духовных камней для использования суперформации. Ваш уровень культивации позволяет вам стать высоко оцененным культиватором, даже если вы останетесь в нашей древней звездной расе, так зачем настаивать на путешествии на другие континенты? Я предлагаю вам воспользоваться этой возможностью, чтобы принять наше приглашение и вместо этого попросить ощутимые выгоды, такие как таблетки или сокровища. Это было бы идеально для обеих сторон, предложил старейшина Ма. Хань Ли слегка изменился в лице от слов старейшины, и немного помолчав, он покачал головой и сказал: «Спасибо за ваше любезное предложение, старший, но я уже принял решение». Вместо того, чтобы прийти в ярость из-за отказа Хань Ли, старейшина Ма только равнодушно кивнул и больше ничего не сказал. Между прочим, когда откроется огромное ледяное пространство? Я хочу заранее кое-что подготовить, поэтому знать, сколько времени у меня осталось, будет весьма полезно, внезапно спросил Хань Ли. Точная дата открытия тоже, но, судя по прошлому опыту, она откроется в течение от нескольких лет до столетия, ответил с улыбкой Цань Цзи. Столетие. Внезапно воскликнул Хань Ли. Для таких практикующих, как мы, век проходит в мгновение ика. Конечно же, нет нужды так волноваться, господин Даосист Хань, сказал мужчина средних лет, приподняв бровь. Приношу свои извинения, я просто был удивлен, что это займет так много времени, ответил Хань Ли, криво улыбнувшись. Вы ведь живете в гостинице раньше, верно? Это место заблокировано, и вы не сможете покинуть облачный город в ближайшее время. Так почему бы вам также не переехать в 8 облачных гор? Я попрошу кого-нибудь организовать для вас бесплатное проживание в резиденции, чтобы вы могли мирно культивировать в ожидании открытия огромной ледяной области, сказал Цань Цзи. Хань Ли был немного озадачен этим предложением, но, быстро взвесив все варианты, кивнул в знак согласия. После этого Цань Цзи и старейшина Ма задали несколько случайных вопросов о происхождении Хань Ли, на которые Хань Ли дал несколько намеренно двусмысленных ответов. Было совершенно ясно, что Хань Ли не хотел раскрывать слишком много информации о себе, и оба старейшины древней звездной расы также не настаивали на любопытстве. Вскоре после этого, наконец, прибыл третий старейшина древней звездной расы. Это был крупный, высокий мужчина с густой бородой. Он только взглянул на Хань Ли и рассеянно похвалил его,
а затем поспешил прочь, сославшись на то, что в его котле ждет наполовину законченная партия духовных растений, за которой он должен следить. Цань Цзицзы и старейшина Ма смиренно улыбнулись при виде этого. Казалось, они уже привыкли к личности этого старейшины Хуана. Таким образом, получив талисман 1000 расстояний от старейшины Ма, Хань Ли наконец встал и собрался уходить. Перед уходом Цань Цзицзы сказал ему, что обсудит с другими расами формирование телепортации и организует для него пещерное жилище в течение 3 дней. Следовательно, после этого он мог перебраться в 8 облачных гор. Хань Ли, естественно, поблагодарил старейшину за его доброту, а затем покинул зал и крепость древней звездной расы в экипаже, что ждал его снаружи. В этот момент и Цань Цзицзы, и старейшина Ма молча сидели в зале, по-видимому, в глубоких раздумьях. «Как ты думаешь, может, он шпион расы Цзяочи?» — спросил Цань Цзицзы. «Он никак не может быть шпионом. Потратить пространственный ледяной талисман только для того, чтобы подсадить шпиона в наши 13 небесных облачных рас, слишком большая цена. Кроме того, он также спас мастера Цзя и убил нескольких существ Цзяочи своего ранга. С какой стороны ни посмотри, а раса Цзяочи должна была бы совершенно обезуметь, чтобы пожертвовать столько ради того, чтобы подсадить к нам шпиона. Вдобавок ко всему, даже если он станет приглашенным членом одной из наших 13 рас, он все равно не сможет получить наши конфиденциальные секреты, так какой в этом смысл?» Старейшина Ма немедленно покачал головой в ответ. «Я думаю точно так же. В этом случае нам не придется использовать технику поиска души, чтобы определить его происхождение. В противном случае это могло бы нанести нам вред, если бы мы вызвали у него негодование», согласился Цань Цзицзы, кивнув головой. Вдобавок ко всему, он обладает чрезвычайно мощным боевым мастерством, которое не менее мощно, чем у существа на пик стадии пространственного закаливания, поэтому для нашей расы было бы очень полезно, если бы он мог стать нашим гостем, так что мы должны сделать все возможное, чтобы завербовать его», добавил старейшина Ма. «Но он, кажется, серьезно настроен покинуть громовой континент», возразил Цань Цзицзы, нахмурив брови. «Хе-хе, не так-то просто собрать столько высокоранговых духовных камней. Кто знает, сколько времени ему понадобится, чтобы накопить необходимое количество камней. Во время этого процесса нам просто нужно приложить немного усилий, чтобы убедить его остаться. Конечно, если он все же будет настаивать на своем, тогда нам не нужно играть злодеев и заставлять его остаться. В нашей расе определенно нет недостатка в существах на пике стадии пространственного закаливания, так что не нужно рисковать испортить нашу репутацию из-за него», размышлял старейшина Ма. После короткой паузы Цань Цзицзы кивнул и сказал: «Поскольку ты уже принял решение, у меня нет возражений. Давай лучше поговорим о полученных нами новостях о расе Цзяочи. Это вторжение расы Цзяочи имеет гораздо больше масштаб, чем прошлые вторжения. Если отбросить все остальное, одно количество задействованных ими существ святой расы, старейшина Ма сменил тему и после этого перешел к теме вторжения расы Цзяочи. Между тем, Хань Ли не стал уходить слишком далеко от 8 облачных гор. Выйдя из кареты на относительно уединенной улице, он нашел гостиницу и решил временно поселиться там. Гостиница выглядела вполне заурядно и очень напоминала здание, которое можно было увидеть в расе людей. Установив ограничения в своей комнате, Хань Ли сел на свою кровать, скрестив ноги, а затем начал тщательно обдумывать свой разговор со старейшинами древней звездной расы, пытаясь увидеть, есть ли тревожные аспекты, которые он должен принять к сведению. После долгого размышления он, наконец, выдохнул, и выражение его лица постепенно расслабилось. Из того, что он мог вспомнить, похоже, что старейшины никоим образом не собирались замышлять против него заговор, и его беспокоило только то, что огромная ледяная область могла быть довольно опасной. Однако, видя, что туда не могли войти существа на стадии интеграции тела или выше, ему нечего было бояться. Если он не будет слишком жадным или амбициозным, чтобы бродить повсюду в поисках духовных лекарств и сокровищ, он был в полной безопасности. Ему просто нужно было найти тайное место, чтобы спрятаться и переждать там, а затем вернуться после завершения испытания. Он уже обдумал все это еще в разумном зале, поэтому без колебаний согласился на условия старейшин. Однако для него действительно было большим сюрпризом, что ему придется ждать так долго, пока огромная ледяная область откроется. Если ему действительно придется ждать столетия, то он должен использовать все возможные средства, чтобы культивировать до пика ранней стадии пространственного закаливания. После этого он мог бы попытаться использовать удивительно обильную духовную ци в огромной ледяной области, чтобы прорваться к средней стадии пространственного закаливания. Это было возможно только потому, что он мог использовать жидкость, производимую таинственной бутылочкой, чтобы бесконечно изготавливать чрезвычайно редкие таблетки парящего дракона. В противном случае обычному культиватору понадобилось бы не менее 600 лет, чтобы достичь пика ранней стадии пространственного закаливания. После достижения стадии пространственного закаливания для дальнейшего продвижения потребовалось собрать и культивировать гораздо больше духовной силы, чем для продвижения до пика стадии божественной трансформации.
Вдобавок к этому Хань Ли выбрал путь одновременной культивации, что было намного труднее обычной культивации. Помня об этом, Хань Ли слегка изменился в лице и, взмахнув рукой, достал нефритовую коробку, на поверхности которой также были наклеены алые талисманы. Это был не что иное, как другая нефритовая шкатулка, подаренная ему большеголовым существом. Хань Ли знал, что, если бы он принес этот предмет, он определенно смог бы получить большую выгоду от старейшин древней звездной расы. По крайней мере, он смог бы заполучить себе другую разумную марионетку. Однако он не стал упоминать об этом в разумном зале в качестве меры предосторожности. Независимо от того, принесет ли ему это дополнительную пользу после входа в огромную ледяную область, он предпочел бы сохранить его в качестве резервной копии, чем обменять на какие-либо преимущества. Глава 1597. Аукцион 4 рас. Приняв решение, из руки Хань Ли вспыхнул белый свет, и нефритовая шкатулка исчезла. После этого он сел на кровать и вошел в медитативное состояние. 3 дня подряд Хань Ли оставался в комнате, продолжая медитировать. В тот день он, как обычно, культивировал, и все его тело было покрыто мерцающим золотым светом, как вдруг он открыл глаза и призвал талисман Тысячи расстояния, который ему дал Цзя Ци Цзы. На белой поверхности талисмана появилась полоса небольшого текста. Прочитав сообщение на талисмане, Хань Ли бесстрастно убрал его и вышел из комнаты. Полдня спустя он обнаружил, что находится в некой пещерной резиденции на горе Облака Снов в 8 облачных горах. На его лице было довольное выражение. Обилие духовной ци в этом пещерной резиденции ничуть не уступало пещерной резиденции Цзятяньму на Радужной облачной горе. Кроме того, пещерная резиденция была оснащена камерой для изготовления таблеток, садом лекарственных растений, а также множеством других объектов. В саду даже были посажены некоторые широко используемые духовные растения, так что Хань Ли был очень доволен новым домом. Однако Хань Ли не стал сразу же начинать культивировать. Вместо этого он использовал свое духовное чутье, чтобы просканировать каждый укромный уголок пещерной резиденции, а затем установил около дюжины ограничений разных размеров. Сделав все это, даже существо стадии интеграции тела не смогло бы прорваться в его пещерную резиденцию за короткое время. После этого он перенес некоторые из необходимых ему духовных растений в сад, а затем занялся изготовлением таблеток. Его план состоял в том, чтобы изготовить большое количество таблеток парящего дракона, большая часть которых будет зарезервирована для его собственного потребления, а остальное он продаст на рынках, меняя их на высокоранговые духовные камни. В конце концов, и его разумная марионетка, и транспортная суперформация требовали невероятного количества духовных камней для функционирования, и он не смог бы выменить на достаточное количество, даже продав все свои тысячелетние духовные растения. Более того, продажа слишком большого количества тысячелетних духовных растений привлекла бы много внимания, поэтому было лучше продавать таблетки парящего дракона. Обладая невероятной силой этих таблеток, он был уверен, что существа высшей расы облачного города будут готовы платить за них астрономические цены. Конечно, он не собирался продавать их в большом количестве, и при этом ему пришлось скрывать свою личность. Если бы он продал таблетки только 2 или 3 раза, этого было бы недостаточно, чтобы привлечь внимание существ святой расы в городе. Однако, если ему по-прежнему не удастся собрать достаточно высокоранговых духовных камней, то ему придется подумать о продаже своего золотого молниеносного бамбука. Учитывая, насколько редким в мире духов был золотой молниеносный бамбук, одного растения определенно было бы достаточно, чтобы получить достаточно высокоранговых духовных камней. Хань Ли уже разработал план по сбору достаточного количества высокоранговых духовных камней при изготовлении таблеток парящего дракона, и Цань Ци Цзы, скорее всего, никогда бы не подумал, что Хань Ли сможет сделать то, что он считал невозможным в такой ситуации за столь малый промежуток времени. Это было лишь незначительным неудобством для Хань Ли, а не непреодолимым препятствием, как Цань Ци Цзы предполагал. Когда Цань Ци Цзы привел его в свою новую пещерную резиденцию, первый рассказал ему, что заручился согласием других рас на использование транспортной суперформации. Условия других рас не были особенно жесткими. Большинство просто просило у него плату за использование. Только раса каменных коконов выдвинул единственное довольно неприятное условие. Они попросили его найти материал для усовершенствования инструментов, который можно было найти только в огромной ледяной области. У них была карта, на которой было помечено место, где можно было найти этот материал, и все, что ему нужно было сделать, это действовать как мальчик на побегушках из расы каменных коконов после входа в огромную ледяную область. Это условие, естественно, было для него довольно опасным, но этот материал казался чрезвычайно важным для расы каменных коконов, о чем свидетельствовал тот факт, что они сделали это условие неподлежащим обсуждению. Таким образом, Хань Ли, немного подумав, тоже согласился на него. Если бы ему нужно было только отправиться в указанное место, чтобы добыть ингредиент, тогда это был бы небольшой риск для него. Таким образом, Хань Ли заключил официальное соглашение с небесными облачными расами.
Как только он вернется из огромной ледяной области, ему будет предоставлен одноразовый пропуск на использование транспортной суперформации. После этого Хань Ли оставался в своей пещерной резиденции более года. В это время он занимался изготовлением таблеток, приняв несколько таблеток парящего дракона для культивации первозданного истинного дьявольского искусства. Несмотря на то, что он тратил на это немного времени, его проекция выглядела немного более существенной, чем год назад, что было еще одним свидетельством того, насколько мощными были таблетки парящего дракона. Однако для Хань Ли было довольно удивительно, что женщина из кристаллической расы по имени Сянь-Сянь до сих пор не связалась с ним с помощью талисмана тысячи расстояний, который он оставил ей. Как будто она совсем забыла о нем. Хань Ли был несколько сбит с толку, но не стал ее искать. В этот день Хань Ли наконец вышел из своей пещерной резиденции и, бегло осмотревшись, полетел с горы в виде полоски лазурного света. По совпадению или намеренно, так получилось, что в это же время с вершины горы летела еще одна полоса белого света, и одновременно с Хань Ли достигла подножия горы. Белый и лазурный свет погас, открыв Хань Ли и лысого человека. У лысого мужчины были зловещие черты лица, а его кожа была серовато-белого цвета. Они оба посмотрели друг на друга с намеком на удивление в глазах. «Я Ти Цзянь из расы каменных коконов. Вы выглядите довольно незнакомо. Кажется, вы переехали сюда недавно». Мужчина выглядел немного угрожающе, но говорил довольно вежливым голосом. Хань Ли направил свое духовное чутье на этого человека и обнаружил, что он находится на пике стадии пространственного закаливания, и его сердце слегка содрогнулось от шока, но он просто улыбнулся в ответ. «Моя фамилия — Хань, и я действительно недавно переехал сюда». «А, так это господин даосист Хань. Я слышал, что в прошлом году посторонний активировал пространственный ледяной талисман, и у него также была фамилия Хань. Неужели вы тот самый господин даосист Хань?» Мужчина сразу же догадался о личности Хань Ли, услышав его фамилию. Удивление мелькнуло в глазах Хань Ли, но он снова ответил с улыбкой на лице. «Это действительно был я. Не думал, что стану так знаменит в этих краях. Ха-ха, вы первый чужеземец, кто активировал пространственный ледяной талисман в нашем облачном городе, так что нет ничего удивительного в том, что вы стали настолько известны. Вы уходите, потому что также слышали о драгоценных предметах, предлагаемых на аукционе 4 рас. Аукцион 4 рас. Услышав это, Хань Ли потерял дар речи. «А, разве вы не знаете об этом, господин даосист Хань? С другой стороны, это неудивительно, учитывая, что вы только недавно прибыли в наш облачный город. Аукцион 4 рас когда-то проводился 4 из наших 13 рас каждое десятилетие, чтобы попытаться повысить популярность облачного города. Все предметы на аукционе — это драгоценные сокровища, которые обычно не продаются на аукционах, поэтому событие всегда привлекает в облачный город много высокоранговых существ. В этом случае наши 13 гонок были вынуждены отступить из-за вторжения расы Цзяочи, поэтому предметы на аукционе стали даже более престижными, чем обычно, чтобы поднять боевой дух. Среди предметов аукциона будут даже продаваться чудесные взрослые таблетки, которые идеально подходят культиваторам пространственного закаливания, таким как мы, чтобы преодолеть узкие места. Только лучшие мастера по обработке таблеток из хрустальной расы способны изготовить эти таблетки, и они никогда не появлялись на прошлых аукционах, пояснил Ти Цзянь. Сердце Хань Ли дрогнуло от его слов. Чудесные звездные таблетки. Я слышал о них. Когда он был в городе Зеленого Света, чужеземные существа стадии пространственного закаливания упоминали эту таблетку, и они казались даже более ценными, чем разумные марионетки. Если они действительно были полезны культиваторам пространственного закаливания, то, естественно, для него было бы очень полезно, если бы он мог получить таблетку или формулу ее изготовления. Таким образом, Хань Ли был весьма заинтригован, сказав, было бы неправильно пропустить такое благоприятное событие. В таком случае, почему бы нам не пойти вместе, а? По правде говоря, я, скорее всего, буду частью группы существ, выбранных для входа в огромную ледяную область в этот раз. Так что было бы неплохо познакомиться поближе. Если это произойдет, мне придется побеспокоить вас, чтобы вы присматривали за мной, усмехнулся лысый мужчина. Вы, конечно, шутите, господин даосист Ти. Вы принадлежите к высшей расе 9-го ранга, поэтому ваш уровень культивации намного превосходит мой. Однако я действительно не очень знаком с облачным городом, поэтому рассчитываю на вашу помощь, брат Ти, ответил Хань Ли. Ти Цзянь просто улыбнулся и ничего не ответил. Вместо этого он поднял руку, окликнув один из запряженных экипажей, припаркованных у подножия горы, а затем первым пригласил Хань Ли сесть в карету. Хань Ли принял приглашение, первым взобравшись в карету, а за ним последовал Ти Цзянь, который затем повернулся к извозчику со словами: «Отвези нас в аукционный дом облачной цели». Извозчик кивнул и пришпорил животных в экипаже. Внутри кареты Хань Ли дополнительно расспросил об аукционе 4 рас и узнал,
что аукцион уже проводился несколько дней, но по-настоящему ценные аукционные предметы высочайшего качества будут продавать сегодня. Чтобы получить чудесную звездную таблетку, Ти Цзянь даже позаимствовал у своих друзей большую партию духовных камней. Хань Ли узнал также, что там собирались продавать 2 разумные марионетки из древней звездной расы, и его очень соблазнила такая перспектива. После 2 часов пути экипаж сменил направление и свернул на чрезвычайно широкую улицу. Количество экипажей, запряженных животными, на этой улице резко увеличилось по сравнению с другими местами, и там также было много мощных культиваторов. В конце концов, их экипаж резко остановился в конце улицы, где он находился в компании нескольких десятков других экипажей, запряженных животными. Хань Ли и Ти Цзянь высадились, и Хань Ли увидел массивное квадратное здание около 10 тысяч футов в ширину и более 1000 футов в высоту. На вершине здания стоял цилиндрический алтарь, над которым парило желтое кольцо диаметром более 100 футов. Кольцо было построено из неизвестного материала, который не был ни металлическим, ни деревянным по своей природе, и оно медленно вращалось, излучая холодный свет, охвативший весь зал внизу. Вокруг зала стояли ряды воинов в доспехах, и все они были на самом деле могущественными марионетками. В зале было 3 входа, 1 большой и 2 маленьких, за которыми находилось более 20 охранников в синих мантиях. Все эти стражи были существами стадии пространственного закаливания. В этот момент через самый большой главный вход в зал входило немного людей. Вместо этого 2 небольших входа использовались довольно часто, представляя живую и шумную сцену, которой нельзя было не любоваться. Пока Хань Ли оценивал ситуацию, Ти Цзянь повернулся к нему и спросил: «Господин даосист Хань, я хочу кое-что продать в боковом зале, чтобы получить еще несколько духовных камней. Не могли бы вы пойти со мной?» Глава 1598. Встреча. В боковом зале есть обменный центр. Разве это не аукционный дом? Хань Ли был весьма удивлен его словами. Каждому, кто посещает аукцион, необходимо иметь при себе большое количество духовных камней, поэтому многие даосисты предпочитают продавать некоторые драгоценные материалы, которые они собрали на обмен до начала аукциона. Следовательно, будет перед аукционом всегда есть время для обмена, чтобы все желающие могли обменять предметы на камни духов или испытать удачу и посмотреть, смогут ли они найти что-то, что они хотели бы купить. Если ты в конечном итоге не сможешь продать свои вещи кому-либо, ты также можешь продать их непосредственно в аукционный дом, но, очевидно, по несколько более низкой цене, чем та, за которую они обычно продают. Хорошо то, что с 4 из наших 13 раз поддерживают аукционный дом, так что у них будет достаточно духовных камней, чтобы купить что-либо, независимо от того, насколько этот предмет редкий. Один из боковых залов рядом с главным залом предназначен для тех, кто хочет купить, а другой — для продавцов, желающих распродать предметы, пояснил Ти Цзянь. Значит, мы можем покупать предметы и в боковых залах. Хань Ли был весьма заинтригован, услышав это. Ты заинтересован в продаже или покупке, брат Хань? Если да, я предлагаю тебе посмотреть на то, что все продают, прежде чем идти и продавать свои собственные вещи. Если ты сможешь обменять то, что у тебя есть, на то, что тебе нужно, это будет идеально подходит для обеих сторон, предположил Ти Цзянь. Это хорошая идея, господин даосист Ти. В таком случае я пойду с тобой и посмотрю, ответил Хань Ли, одобрительно кивнув. Хорошо, тогда я пойду с тобой. Возможно, ты найдешь что-нибудь из необходимых тебе вещей. С улыбкой на лице Ти Цзянь повел Хань Ли прямо к входу в боковой зал справа. Охранники в синих мантиях у входа лишь мельком взглянули на Ти Цзянь и Хань Ли, пропустив их в боковой холл, не задавая никаких вопросов. Аукцион 4 раз проводится только для того, чтобы повысить популярность облачного города, поэтому все существа высших рас и выше могут участвовать, когда им заблагорассудится. Таким образом, существует большое разнообразие уровней культивации и статуса среди существ, присутствующих на аукционе. Это также из-за того, что этот аукцион привлекает гораздо больше людей в год, чем другие аукционы, проводимые в облачном городе, объяснил Ти Цзянь, шагая к боковому входу рядом с Хань Ли. Все существа высшей расы или выше могут присутствовать на этом аукционе. Неужели аукционный дом может вместить столько людей? Хань Ли скептически нахмурился. Неудивительно, что у Хань Ли были такие сомнения, учитывая, что количество существ высшей расы в облачном городе определенно исчислялось сотнями тысяч. С какой стороны ни посмотри, а этот зал определенно не был достаточно большим, чтобы вместить столько существ. «Хе-хе, ты скоро сам все увидишь, так что мне не нужно объяснять», ответил Ти Цзянь с загадочной улыбкой. Хань Ли слегка изменился в лице, глядя вперед, и только тогда он понял, что шел через этот вход дольше, чем ожидал, но все еще не добрался до бокового зала. Мерцающий белый вход впереди казался совсем рядом даже в самом начале. Так почему же после некоторой прогулки они, кажется, совсем не сократили расстояние до входа? Удивление мелькнуло в глазах Хань Ли, и он пробормотал: «Здесь используются пространственные техники».
Ха-ха, ты наконец заметил, брат Хань. Этот аукционный дом на самом деле представляет собой пространственное суперсокровище, которое обладает пространственными способностями и может увеличиваться или уменьшаться по желанию. Внутри зала может разместиться в 10 раз больше существ, чем кажется извне, так что он более чем оборудован для того, чтобы справиться с наплывом посетителей аукциона, усмехнулся Ти Цянь. Понятно. Неудивительно, что кольцо наверху здания выглядело так необычно, на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Из-за пространственных возможностей аукционного дома вход был немного удлинен, но он все равно не такой длинный, так что скоро мы сможем выйти на другую сторону, уверенно сказал Ти Цянь. Хань Ли просто кивнул, ничего не сказав. Как Ти Цянь и сказал, пройдя еще немного, вход впереди внезапно приблизился к ним, и они прошли через него, оказавшись на просторной площади. На площади было очень оживленно и шумно, что напоминало популярный уличный рынок. На площади был ряд полусферических световых барьеров, расположенных плотными рядами друг с другом, и многие культиваторы входили и выходили из этих световых барьеров. В центре площади находилась платформа из белого нефрита, на которой стоял обычный деревянный стол. Перед столом стояла пара фигур в лазурных одеждах с тонкими чертами лица, которые что-то раздавали чужеземным существам. Пока Хань Ли осматривал свое окружение, Ти Цзянь внезапно сложил кулак в знак приветствия и сказал: «Давай разойдемся здесь, брат Хань. Мне нужно найти покупателей, чтобы продать свои сокровища как можно быстрее, так что я больше не буду сопровождать тебя». «Хорошо, я как раз собирался заняться исследованиями самостоятельно», ответил Хань Ли с вежливой улыбкой. «До свидания, брат Хань», Ти Цзянь кивнул и поспешил прочь. Хань Ли недолго провожал взглядом на удаляющуюся фигуру Ти Цзяня, а затем перевел бросить взгляд на нефритовую платформу и внезапно направился к ней. Спустя несколько мгновений он подошел близко к платформе, и в этот момент на платформу вышли еще несколько существ. Хань Ли посмотрел со стороны и обнаружил, что эти существа обменивали мешочки с высокоранговыми духовными камнями на маленькие флажки разных цветов у пары фигур в лазурных одеждах. Хань Ли проследил взглядом за одним из этих чужеземных существ и обнаружил, что после получения маленького флага он направился к пустому месту у края площади, а затем взмахнул маленьким флагом, создав полусферический световой барьер, скрывший его самого. Хань Ли направил свое духовное чутье на световой барьер и обнаружил, что оно было заблокировано каким-то ограничением. Было совершенно ясно, что эти световые барьеры предназначались специально для культиваторов, которые желали торговать на площади. С установленными световыми барьерами им не придется беспокоиться о том, что другие люди узнают их секреты. Хань Ли бросил взгляд на окрестности и обнаружил, что эти полусферические световые барьеры были повсюду, а дальше за площадью, на которой он находился, было даже несколько небольших площадей, полностью заполненных световыми барьерами. Хань Ли выдохнул и покачал головой. Для продавцов, желающих продать кому-то свои сокровища, найти подходящего покупателя среди такого множества существ было все равно, что найти иголку в стоге сена, поэтому он определенно не собирался тратить здесь слишком много времени. Если он хотел попытаться заполучить себе чудесные звездные таблетки, то ему нужно было собрать большую сумму духовных камней до начала аукциона. Подумав об этом, Хань Ли направился к краю площади. В большинстве случаев он просто оглядывался по сторонам. Время от времени он заходил в пару световых барьеров, но быстро выходил оттуда. Спустя 15 минут Хань Ли по-прежнему не нашел ничего интересного, в результате чего он, нахмурившись, решительно повернулся к выходу. Возможно, по чистому совпадению или по замыслу Хань Ли, но когда он снова вышел к выходу, он был там единственным. Идя по коридору, он внезапно зашелестел рукавом, вызвав черную вуаль, и она рассеялась в облако слабого черного тумана с глухим ударом. Черный туман окутал Хань Ли, делая его тело размытым и нечетким. Почти сразу после этого в черном тумане вспыхнул свет, и он поднялся вокруг него, образуя блестящую черную мантию, накинутую на его теле. В этот момент Хань Ли вышел из тумана с опущенной головой, и его аура стала чрезвычайно слабой. Когда он снова поднял голову, он уже приобрел совершенно новый набор черт лица. В мгновение ока Хань Ли полностью замаскировался. После этого Хань Ли неторопливо вышел из выхода, пройдя мимо нескольких посторонних существ, которые шли в противоположном направлении. Охранники в синих мантиях снаружи мельком взглянули на Хань Ли, позволив ему войти. Таким образом, Хань Ли пробрался в другой боковой зал и оказался на другой большой площади, но то, что было внутри, стали для него неожиданностью. Здесь также было много существ, но в отличие от другого бокового зала, где продавали сокровища, большинство людей было собрано на небольшом участке площади. Там стояла серия стен из голубого камня, каждая из которых была более 100 футов в высоту. На стенах мерцали серебряные символы, и все существа собрались вокруг них, пристально глядя на них. Далее, за каменными стенами, было около дюжины нефритовых павильонов с несколькими уровнями, и все эти павильоны были связаны друг с другом. Все павильоны были полупрозрачного снежно-белого цвета, их двери были широко открыты, но входы были скрыты слоями мигающего белого света.
Павильон в центре группы павильонов был малинового цвета и был окутан слоем слабого лазурного дыма. Более того, от него исходил нечеткий ароматный запах, как если бы это был какой-то неземной потусторонний объект. Существа, осматривавшие каменные стены, время от времени входили в эти нефритовые павильоны, и некоторые из них снова появлялись в приподнятом настроении, в то время как другие оставались весьма удрученными. Оценив ситуацию, Хань Ли подошел к одной из каменных стен, но именно в этот момент стройная фигура, стоявшая перед ближайшей каменной стеной, внезапно повернулась и направилась к той же стене, к которой шел Хань Ли. Хань Ли рефлекторно бросил взгляд на стройную фигуру и внезапно вздрогнул, изменившись в лице. Это была женщина с длинными черными волосами в синей мантии. Черты ее лица были восхитительно красивыми, но выражение ее лица было довольно холодным. Она подошла к другой каменной стене и стала осматриваться ее, сосредоточенно нахмурив брови, совершенно не обращая внимания на реакцию Хань Ли на нее. Шаги Хань Ли остановились, и его лицо слегка побледнело. Он пристально смотрел на женщину в синем немигающим взглядом, бормоча про себя. Разве это может быть она? Это невозможно. Неужели в этом мире есть люди, которые так похожи друг на друга? Пристальный взгляд Хань Ли на женщину в синем, наконец, привлек ее внимание, и в тот момент, когда она повернулась к нему, их глаза встретились. Глава 1599. Странное существо. Женщина сначала дрогнула, увидев, что Хань Ли тупо смотрит на нее, но затем на ее лице быстро появились следы ярости. Она направила к нему свое духовное чутье, и ее сердце содрогнулось от шока, обнаружив, что не может обнаружить никаких духовных колебаний ци, исходящих от его тела. Это ее очень расстроило, и она сразу же обернулась. В этот момент Хань Ли, наконец, сумел прийти в себя, и совершенно обычным выражением лица он в глубоком раздумье уставился на женщину. Эта женщина в синем халате была воспоминанием в глубине его сердца, которое он старался забыть, и поэтому он был одновременно удивлен, увидев ее, но также и не решался подойти к ней. Это была Чэнь Цаоцань, женщина, которая однажды выразила свою любовь к нему бесчисленное количество лет назад, и воспоминания о ее голосе и улыбке заполнили сердце Хань Ли. Эта женщина в синем выглядела точно так, как Чэнь Цаоцань, которая уже погибла в мире людей. Помимо того факта, что ее поведение было довольно холодным, она была точной копией Чэнь Цаоцань, и выглядело это так, как будто ее воскресили. Услышав о ее смерти, Хань Ли оставался довольно спокойным и собранным, но неописуемое чувство горя захлестнуло его сердце. Это было не то горе, которое может вызвать у человека уход его любимого из жизни. Вместо этого это было просто чувство меланхолии, которое испытал бы любой нормальный мужчина, услышав о кончине женщины, которая когда-то его любила. Однако не было возможности воскресить Чэнь Цаоцань, и уж точно не было шансов, что она переродится в мире духов. Таким образом, независимо от того, насколько она была похожа на Чэнь Цаоцаня, она должна была быть кем-то другим. Эта цепочка мыслей быстро промелькнула в голове Хань Ли, и ему, наконец, удалось принудительно подавить бурю эмоций. Немного помедлив, он все же продолжил свой первоначальный план, направившись к той же каменной стене. Женщина в синем не обернулась, но, похоже, у нее была способность, которая позволяла ей чувствовать, что происходило позади нее, и она отошла в сторону с нахмуренным выражением на лице от своего первоначального места. Таким образом, Хань Ли шагнул вперед и остановился прямо на том месте, где она стояла всего минуту назад. Даже не оборачиваясь, Хань Ли мог почувствовать злобный взгляд, которым женщина в синей мантии смотрела на него, после чего она поспешила прочь к каменной стене, которая находилась немного дальше. Оказалось, что у этой женщины сложилось мнение, что он был какой-то извращенной свиньей. Хань Ли внутренне усмехнулся и сосредоточил свое внимание на каменной стене перед ним. Как и ожидалось, все серебряные символы на каменной стене были названиями различных типов материалов и сокровищ, но, как ни странно, рядом с ними не была указана цена, им был присвоен только номер от 1 до 13. Сердце Хань Ли дрогнуло при виде этого, и вдруг ему в голову пришла мысль, после которой он посмотрел вдаль. Так получилось, что вокруг малинового павильона было 13 нефритовых павильонов, и над каждым из них парило мерцающее золотое число. Таким образом, было нетрудно сделать вывод, что означают эти номера, присвоенные материалам. Он никуда не торопился, поэтому внимательно изучил взглядом всю каменную стену, а затем направился к следующей. Хань Ли смог собрать содержимое всей каменной стены практически в мгновение ока, но даже после просмотра большинства присутствующих каменных стен выражение его лица оставалось совершенно невыразительным, как если бы он не нашел ничего, что привлекло бы его внимание. В этот момент из малинового павильона в самом центре раздался оглушительный грохот, после чего изнутри раздался громовой рев ярости. «Что? Ты говоришь, что это подделка, эксцентрик Сун? Это невозможно. Я приложил все усилия, чтобы заполучить это сокровище, и при этом меня чуть не убила кучка златокрылых великанов. Хватит кричать. Я провел последнюю оценку и могу с уверенностью сказать, что это подделка.
«Теперь уходи, господин Даосист Дуань», — ответил резкий голос из павильона. «Я был прикован к постели в течение 7 лет после того, как получил этот предмет, но ты говоришь, что это подделка. Человек, предоставивший мне информацию, пусть молится, чтобы он больше не наткнулся на меня». Раздался еще один громкий рев ярости, и на этот раз в голос был добавлен намек духовной силы, благодаря чему он был отчетливо слышен практически всем снаружи. Внезапно красный свет вспыхнул с поверхности малинового павильона, после чего массивная фигура ростом около 30 футов прыгнула, приземлившись на землю поблизости, заставив всю землю содрогнуться от невероятно сильного удара. Большинство людей на площади повернулись к гигантской фигуре, и все в унисон резко вздохнули. Половина фигуры этого существа была из плоти, а половина — из металла. Металлическая половина была блестящего черного цвета и испускала специфический серый свет, в то время как другая половина его тела была бронзового цвета и казалась такой же неразрушимой, как и его металлическая половина. Голова, прикрепленная к этому телу, имела зловещие черты лица. Его нос и глаза не только были вдвое больше, чем у нормального человека, но и голова была конической формы с несколькими редкими пучками зеленых волос, росших на макушке. Хань Ли направил свое духовное чутье на странное существо, и выражение его лица резко изменилось. Он был совершенно не в состоянии понять его уровень культивации, что указывало на то, что это существо находилось на пике стадии интеграции тела, как и Цань Ци Цзы. Однако то, что Хань Ли не узнал это странное существо, не означало, что другие собравшиеся здесь существа не узнали его. Почти сразу после того, как он приземлился на землю, около дюжины существ выскочили из ближайшей толпы и почтительно поклонились ему. «Мы отдаем дань уважения старейшине Дуаню». Сразу же послышалась цепочка приветствий. Эти человекоподобные фигуры были намного выше и крупнее обычных людей, и все они были существами из расы каменного кокона, такими как Ти Цзянь. Таким образом, это странное существо должно было быть старейшиной расы каменных коконов. А, я вижу, вы все тоже пришли на аукцион. Желаю всем удачи. Меня обманом заставили рискнуть жизнью ради фальшивого сокровища, поэтому я не хочу даже оставаться на аукционе. Странное существо небрежно махнуло рукой всем другим существам расы каменного кокона и направилось к выходу. Все существа на его пути естественным образом уважительно отошли в сторону, давая ему пройти. По совпадению, этот старейшина Дуань прошел и мимо Хань Ли, и Хан Ли тоже попятился назад, планируя проводить это удивительно могущественное существо. Однако в следующее мгновение неожиданно развернулся тревожный поворот событий. В тот момент, когда старейшина Дуань прошел мимо Хань Ли, его шаги внезапно прервались, и его нос дернулся, обратив пристальный взгляд на Хань Ли. Все находящиеся поблизости существа, естественно, были совершенно озадачены этим, и многие из них также повернулись к Хань Ли, пытаясь определить, что именно в нем привлекло внимание такого могущественного существа. «У вас есть какое-то дело ко мне, старший». Хань Ли охватило дурное предчувствие, но он все же почтительно поприветствовал его, выдавив улыбку на своем лице. «Как тебя зовут и из какой ты расы?» Хань Ли не знал, каковы намерения этого существа, поэтому он, естественно, не осмелился говорить правду. Таким образом, он сфабриковал ответ на месте. «Хорошо. Я Дуан Тиньжэнь из расы каменных коконов. Если ты столкнешься с какими-либо проблемами в облачном городе, можешь назвать меня своим покровителем». Старейшина Дуань многозначительно кивнул, и было невозможно сказать, поверил ли он в выдумку Хань Ли. Внезапно его тело расплылось и вернулось в нормальное состояние, но Хань Ли резко изменился в лице. Он ясно чувствовал, что в тот момент, когда тело Дуан Тиньжэня расплылось в тумане, он легонько положил ладонь на плечо Хань Ли. С помощью своих глаз духовного прозрения он смог увидеть траекторию движения ладони Дуан Тиньжэня, но он был слишком быстр, чтобы Хань Ли смог уклониться. Из ладони Дуан Тиньжэня в его руку потек поток странной духовной ци, и она рассеялась только после того, как распространилась по всей его руке. Что это значит, старший? На лице Хань Ли появилось разъяренное выражение. Только дюжина человек или около того смогли заметить, что Дуан Тиньжэнь сделал с Хань Ли, поэтому всем остальным казалось, что Хань Ли внезапно рассердился, хотя Дуан Тиньжэнь явно проявлял доброту к ему. Перед лицом яростного вопроса Хань Ли Дуан Тиньжэнь просто окинул взглядом лицо Хань Ли и усмехнулся. «Будь уверен, я вижу, что ты также развил совершенно особую технику улучшения тела, поэтому я хотел посмотреть ее». После того, как взгляд Дуан Тиньжэнь скользнул по его лицу, Хань Ли был ошеломлен, обнаружив, что его лицо начало пульсировать от боли. Он использовал эту черную вуаль в сочетании с техникой маскировки, чтобы скрыть свою первоначальную внешность, но между ними была слишком большая разница в культивации, так что Хань Ли совершенно уверен в том, что ему не удалось обмануть Дуан Тиньжэня. Однако Хан Ли, естественно, не собирался поверить в оправдание, которое Дуан Тиньжэнь предложил ему, чтобы умилостивить его, и его мысли метались в попытке намерения, стоящие за этой ладонью. Однако он не мог придумать никаких потенциальных причин, по которым это существо нацелилось на него.
В конце концов, он определенно встретил его впервые. В этот момент Дуан Тиньжэнь внезапно послал Хань Ли передачу голоса: «Пощади свои мозговые клетки, малыш. Я буду ждать тебя в павильоне насыщенных ароматов через улицу. Даже не думай сбегать. Я не собирался причинять тебе вред этой ладонью, но остатки своей духовной ци, которая циркулирует в твоем теле, я смогу определить твое местоположение в течение следующих нескольких часов». После этого он не дал дальнейших объяснений и удалился, от души рассмеявшись. Спустя несколько мгновений он покинул площадь и направился к выходу, оставив после себя сбитого с толку Хань Ли, а также кучу ошеломленных существ, которые все смотрели на него со странными выражениями лиц. Хань Ли изо всех сил пытался успокоиться после того, что только что произошло, и широкое внимание, которое он получал, определенно не помогало. Таким образом, он тоже повернулся и направился к выходу. Глава 1600. Духовное вино 9 ароматов. Хань Ли изначально планировал замаскироваться, чтобы продать некоторые из своих духовных растений в обмен на духовные камни. Однако после того, что только что произошло, он оказался в центре всеобщего внимания, поэтому, естественно, не мог действовать в соответствии со своим первоначальным планом. Таким образом, после недолгого размышления он вышел из бокового зала, казалось, совершенно спокойно. Затем он прибыл на участок пустой земли, предназначенный для парковки запряженных зверей и экипажей, и бросил торжественный взгляд через улицу. Когда он впервые приехал, он не заметил этого так называемого павильона насыщенных ароматов, но теперь, когда он активно его искал, он обнаружил, что такое место действительно существует. Павильон был не очень большим, но находился почти прямо напротив аукционного дома. Здание было трехэтажным, а над дверью висела вывеска с изящно написанным текстом. После непродолжительного наблюдения Хань Ли обнаружил, что в отличие от всех других близлежащих зданий, которые были довольно оживленными и шумными, в павильон вообще никто не входил и не выходил. Именно в это место попросил его прийти Дуан Тиньжэнь. Хань Ли не решался, что делать дальше. Аукцион должен был начаться через какое-то время, и до того, как он выяснит истинные намерения Дуан Тиньжэня, он все равно не смог бы сосредоточиться на аукционе. Таким образом, он внезапно взмахнул рукавом, оценивая свою руку. Рука была его угольно-черная рука, в которую была инкрустирована гора эссенции божественного света. Хань Ли слегка нахмурился. Дуан Тиньжэнь сделал все возможное, чтобы замаскировать это, но благодаря своим способностям глаз духовного прозрения Хань Ли все еще мог видеть, что его взгляд был почти полностью сосредоточен на этом рукаве. Однако он не знал, заинтересовала ли Дуан Тиньжэня только его рука или техника. Если первое, то, скорее всего, его заинтересовала гора эссенции божественного света, но если второе, сердце Хань Ли слегка дрогнуло и его осенило. При мысли о своей руке Хань Ли резко поднял другую руку и погладил определенный участок руки через рукав. Несмотря на то, что он не чувствовал ничего необычного в этой руке, было несомненно правдой то, что длинный меч, в который превратился высший небесный плод, был запечатан в его руке. Неужели Дуан Тиньжэнь смог обнаружить существование этого меча? Хань Ли становился все более и более беспокойным, следя за этим ходом мыслей. Он все еще не обращал внимания на тот факт, что многие расы, в том числе человечество и раса летающих духов, были косвенно затронуты этим высшим небесным сокровищем, и он не знал, что некоторые более мелкие расы были даже полностью убиты ради кровавого жертвоприношения. Тем не менее, он лично был свидетелем силы меча и знал, что, если бы он мог когда-нибудь использовать меч по своему желанию, не будучи им искалечен, он стал бы непобедимым в мире духов. Таким образом, даже при том, что он использовал меч только один раз, он уже стал одним из его самых больших секретов, уступая только этому таинственной зеленой бутылочке, и был даже более важным для него, чем его зрелые золотые прожорливые жуки. Однако маловероятно, что этому старейшине расы каменных коконов на самом деле удалось обнаружить присутствие высшего небесного сокровища внутри его тела. В противном случае Цань Цзи тоже смог бы его обнаружить. Несмотря на то, что сокровенное небесное сокровище было запечатано в его руке, даже он не мог обнаружить его присутствие, если не попытался владеть им. Конечно, не исключено, что Дуан Тиньжэнь обладал какой-то особой секретной техникой, которая позволила ему обнаружить сокровенное небесное сокровище. В любом случае, он не мог сравниться с существом на пике стадии интеграции тела, и даже без струйки духовной силы, которую Дуан Тиньжэнь ввел в его тело, для него было бы почти невозможно все равно сбежать из усиленно охраняемого облачного города. Следовательно, у него по существу не было выбора, кроме как сделать то, что ему сказали, независимо от того, надеясь только на свою удачу. Таким образом, немного помедлив, Хань Ли, наконец, стиснул зубы и направился к павильону насыщенных ароматов. К счастью, даже если Дуан Тиньжэнь действительно интересовался его сокровенным небесным сокровищем, для его жизни не было непосредственной угрозы. Смирившись со своей судьбой, Хань Ли вошел в павильон насыщенных ароматов и обнаружил, что внутри у входа стоит красивый молодой мужчина из кристаллической расы. Это было существо стадии формирования ядра, и он сразу же поприветствовал Хань Ли с улыбкой, сказав:
старший Ли, верно? Старейшина Дуань уже ждет вас в 4-й VIP-будке. Пожалуйста, пойдем со мной, старший. Хань Ли огляделся на первом этаже павильона, и в его глазах появился намек на удивление, но он просто кивнул и сказал: «Иди вперед». Весь зал вокруг него был совершенно пуст, без каких-либо украшений или мебели, а стены были построены из какого-то неизвестного материала, который вспыхивал слабым синим светом. Таким образом, существо кристаллической расы повело Хань Ли вверх по лестнице, и вскоре Хань Ли оказался на 3-м этаже павильона, стоя перед будкой, залитой слабым золотым светом. Кристаллическое существо остановилось там и, сделав печать заклинания, подняло руку к двери будки. Из его рукава немедленно вырвалась вспышка серебряного света, после чего он почтительно отошел в сторону. Спустя несколько мгновений из кабинки раздался голос: «Раз ты уже здесь, тогда входи». Хань Ли был несколько сбит с толку, услышав этот голос, поскольку он принадлежал женщине. В этот момент впереди вспыхнул золотой свет, и дверь будки медленно открылась сама собой. После недолгого колебания Хань Ли вошел в будку, и дверь снова захлопнулась с новой вспышкой золотого света. «Я отдаю дань уважения 2 моим старшим». Хань Ли сложил кулак, спокойно приветствуя старейшин, взглядом окидывая будку. Это была старинная комната размером более 100 футов, и в ней за столом сидели 2 существа. Одним из них был Дуань Тиньжэнь, а другим — красавица из кристаллической расы лет 30, и она находилась на ранней стадии интеграции тела. Женский голос, который Хань Ли слышал ранее, несомненно, принадлежал этой женщине. «Нет необходимости в чрезмерных формальностях, господин даосист Ли, пожалуйста, присаживайтесь», — сказала женщина с улыбкой. Тем временем Дуань Тиньжэнь пил вино прямо из розового винного кувшина и явно не собирался останавливаться, даже когда взглянул на Хань Ли краем глаза. Даже для Хань Ли, который очень редко употреблял алкогольные напитки, богатый аромат, исходящий от вина, был весьма соблазнительным. Таким образом, после еще одного почтительного приветствия, Хань Ли сел на один из других стульев в будке. В этот момент женщина повернулась, чтобы оценить Хань Ли, и он почувствовал, что ее взгляд на мгновение остановился, перемещаясь на его рукав. Казалось, что Дуань Тиньжэнь уже сказал ей кое-что. Хань Ли слегка нахмурился, чувствуя себя так, как будто он упал в чан кипящей воды. Все кристаллические существа были чрезвычайно умными, и все кристаллические существа высокого ранга, которые могли культивировать до стадии интеграции тела, были в высшей степени потрясающими существами. Таким образом, было бы непросто попытаться обмануть этих двоих. Дуань Тиньжэнь, наконец, допил содержимое всего винного кувшина, вытерев рот рукавом, сказал: «Хорошо, он здесь, и я сказал тебе все, что мне нужно тебе сказать. Цай. Я просто тупой идиот, так что использование моего мозга, конечно, не моя сильная сторона, но я должен получить большую часть того, что мы получим в конце концов. Не надо спешить, брат Дуань. Все это только на словах, так что сначала я должна проверить детали», — сказала женщина с улыбкой. «Ты можешь делать все, что хочешь. В любом случае, я лично убедился в этом, и я уверен, что это реально. Между прочим, твое духовное вино 9 ароматов с каждым днем становится все более и более восхитительным. Могу я купить еще одно?» Дуань Тиньжэнь требовательно помахал пустым кувшином из-под вина. «Ты думаешь, что мой павильон насыщенных ароматов какой-то паб? На то, чтобы сварить около 10 кувшинов этого вина, нужно 100 лет, а ты уже выпил 3 бутыли. Когда ты придешь в следующий раз, я смогу принести тебе немного обычного спиртного». Женщина закатила глаза на Дуань Тиньжэня, но в конце концов все же подчинилась. Зеленый кувшин с вином появился в ее руках во вспышке духовного света, и она снова наполнила розовый бутыль вином в руке Дуань Тиньжэня. «Ха-ха, это потому, что ты единственная в облачном городе, кто знает, как варить это вино. Я несколько раз просил у тебя продать мне технику его изготовления, но ты мне отказала. Странно, как ты можешь варить лучшее вино во всем облачном городе, когда ты сам даже не пьешь вино», — сказал Дуань Тиньжэнь с веселой улыбкой, сделав еще один большой глоток. «Я никогда не заявляла, что мое вино лучшее в облачном городе. Это просто почетное звание, данное мне другими даосистами. Вдобавок ко всему, я отказываюсь продать тебе технику его изготовления не потому, что я скупа, а потому что она тесно связана с моим искусством культивации. Так что даже если я даже дам тебе технику приготовления вина, ты не сможешь приготовить духовное вино 9 ароматов», — усмехнулась женщина. Дуань Тиньжэнь просто улыбнулся в ответ и продолжил пить вино. Тем временем женщина перевернула руку, достав золотую чашу размером с кулак, которую она наполнила вином из своего кувшина, и предложила Хань Ли. Чашка была окутана шаром зеленого света и медленно полетела к нему. «Тот факт, что ты пришел сюда сегодня, показывает, что ты, должно быть, ничего не знаешь о моем павильоне насыщенных ароматов. Почему бы тебе также не выпить духовного вина 9 ароматов?» — сказала женщина с улыбкой, когда Хань Ли рефлекторно поймал чашу с вином.
«Спасибо, старшая», — благодарно ответил Ханли, но не стал сразу пробовать вино. Вместо этого он посмотрел на золотую чашу в руке и обнаружил, что это так называемое духовное вино 9 ароматов было полупрозрачным, вязким и слегка розовым. На фоне золотой чаши он словно держал в руках завораживающее миниатюрное озеро, заполненное агатовыми камнями. От вина в чашке исходил уникальный аромат, и когда он вдохнул его, аромат изменился несколько раз за мгновение, представляя собой весьма необычное явление. Мое духовное вино не только чрезвычайно ароматно, его употребление может усовершенствовать глаза и тело. Каждый глоток вина может избавить тебя от месяца изнурительной культивации, представила женщина. Мне очень повезло, что я могу попробовать такое необыкновенное вино. В этот момент Хань Ли также убедился, что вино в чашке не было подделкой, поэтому он поднес чашу к губам и сделал глоток. Он почувствовал, как будто глыба льда вошла в его рот, сразу после чего она растаяла и превратилась в теплую жидкость, которая была чрезвычайно гладкой и ароматной. Затем чарующий аромат спустился по его горлу в желудок, и, казалось, Хань Ли даже глотать не пришлось.